19 июня пройдет распродажа большого количества автомобилей Rolls-Royce и Bentley на аукционе Rem Sotheby's в Эшене, что находится в княжестве Лихтенштейн. Среди этого списка есть модель Silver Ghost 1920 года, которому и будет посвящен этот выпуск. Но прежде чем рассказать о судьбе шасси 80ИИ, немного исторической информации. Одним из основателей знаменитой компании по производству роскошных транспортных средств стал Генри Ройс. Родился в небогатой семье, в 10 лет начал трудовую деятельность, торгуя газетами. Зарекомендовав себя как талантливый инженер, к началу 20 века был владельцем компании, выпускавшей различное электрооборудование. Как утверждает легенда, идея построить автомобиль своей собственной конструкции пришла в голову Ройса в 1903 году, когда он стал владельцем французского автомобиля «Декавиль». Начав эксплуатацию, выяснилось, что с технической точки зрения передвижной экипаж никуда не годится. Проблемы с запуском двигателя, постоянные перегревы и сильные вибрации привели к убеждению Ройса, что он в состоянии разработать куда более совершенную конструкцию. Первый из автомобилей был готов уже весной 1904 года. Поиски инвестора привели его к знакомству с Чарльзом Роллсом. Родом из аристократической семьи, миллионер, он проявлял повышенный интерес к техническим новинкам. Еще во время учебы в Кембридже он стал первым владельцем автомобиля в этом городе, впоследствии участвовал в автомобильных гонках. Его энтузиазм и тяга к любой технике чуть позже приведет его к печальной судьбе. Из-за увлечения полетами на аэропланах его жизнь прервется в 1910 году в результате авиакатастрофы. Роллс, проникшись не только идеями Ройса, но и их удачными реализациями, принял решение финансировать предприятие будущего партнера. Так и родилась марка Rolls-Royce. Модели, выпущенные в первые годы, особого успеха фирме не принесли. Однако появившаяся в конце 1906 года модель 40/50 стала настоящим прорывом не только для компании Rolls-Royce, но и в целом для автопроизводителей того времени. Шумы, издаваемые автомобилями начала прошлого века с их несбалансированными, ненадежными моторами и примитивными глушителями, вызывали трепет у окружающих. Тем удивительнее было наблюдать Rolls-Royce, который воспринимался как почти бесшумный по тогдашним меркам автомобиль. Поговаривают, что журналисты сравнивали его работу со стрекотом швейной машинки. В индексе 40/50 первая цифра означала так называемую номинальную налоговую мощность, а вторая – реальную мощность. Шестицилиндровый мотор этой модели имел рабочий объем чуть более 7 литров. По нынешним меркам многовато для 50 сил, но в самом начале 20 века такая мощность для автомобиля считалась очень и очень солидной. Характерными особенностями силового агрегата, выделявшими его среди современников, были конструкция, состоявшая из двух блоков по 3 цилиндра, соединенных одним коленчатым валом, система смазки под давлением и 2 свечи зажигания на цилиндр. Кузова для Rolls-Royce строили специализированные фирмы, коих в Британии было очень много. Итак, речь идет о модели 40/50, но откуда в ее названии появилось собственное имя Silver Ghost? Все дело в том, что 12-е по счету шасси, номер 60551, было построено для управляющего директора компании Rolls-Royce Клода Джонсона. Тот заказал кузов у лондонского ателье Баркер, машину окрасили в серебристый цвет, а фурнитура была покрыта слоем натурального серебра. Исходя из этих фактов, а также благодаря бесшумной работе нового мотора, владелец дал автомобилю собственное имя The Silver Ghost – «Серебряный призрак». Не успев получить новую покупку, Клод Джонсон выставил ее на соревнованиях по надежности Scottish Reliability Trial и завоевал кубок. Его Rolls-Royce установил официальный рекорд, пройдя 14 932 мили, а это более 24 тысяч километров, без единой вынужденной остановки из-за неисправности. Результат получил широкую огласку, и в целом за моделью 40/50 закрепилось полуофициальное прозвище Silver Ghost. Хотя, справедливости ради, такое имя было только у одного единственного автомобиля Клода Джонсона. Здесь надо отметить еще один значительный факт в истории этого экземпляра, мимо которого пройти просто невозможно.
Дело в том, что в 2019 году в автомобильных средствах массовой информации прошла новость-слух, согласно которой неизвестный американский миллионер пополнил свою коллекцию, приобретя этот автомобиль у концерна Volkswagen. Так вот, согласно одним данным, цена продажи составила чуть больше 50 миллионов долларов, а другие указывают сумму в 75. Продажу настоящего аутентичного Silver Ghost можно назвать самой дорогой сделкой в мире среди автомобилей. Рекорд, установленный Ferrari 250 GTO на аукционе RM Sotheby's в 2018 году, не устоял. Всего за период с 1906 по 1925 годы было построено 7876 экземпляров 40×50, 6173 в Англии и 1703 в Соединенных Штатах. Модель помогла найти Rolls-Royce свое лицо и колоссально укрепила репутацию фирмы. А мы с вами поговорим о шасси 80EE, построенное в 1920 году на основном заводе Rolls-Royce в Дерби в Англии и экспортированное в Соединенные Штаты Америки. Стоит упомянуть, что этот экземпляр оказался одним из последних шасси, произведенных на экспорт, так как уже к 1921 году было создано американское подразделение Rolls-Royce of America, базировавшееся в Спрингфилде, штат Массачусетс. Именно на этом заводе, который функционировал с 1921 по 1931 годы, будут строиться модели 40×50 для американского рынка. Заказчиком экземпляра, выставленного на продажу на RM Sotheby's, был Артур Лец, основатель и владелец сети калифорнийских универмагов The Broadway. Впоследствии еще не одна модель Rolls-Royce окажется во владении семьи Лецев. К сожалению, информация о производителе кузова, установленном в первые годы на шасси 80EE, была утеряна. Зато известно, что в течение первого десятилетия своего существования автомобиль получил другой кузов, установленный на нем до сих пор. Изначально Pall Mall Tourer был изготовлен кузовным ателье Merrimack для Springfield Silver Ghost с номером шасси S262PK. Смена шасси на 80EE была даже зафиксирована в таком значимом для коллекционеров и историков марке книге Джона Уэбба де Кампи «Rolls-Royce в Америке». В своем новом облике шасси 80EE 18 февраля 1931 года оказалось в собственности знаменитой киностудии Warner Bros. В Голливуде, благодаря чему неоднократно появлялся на экранах кино. Самой известной его ролью было появление в картине 1956 года «Гигант» с участием звезд Голливуда Джеймса Дина и Элизабет Тейлор. Фильм вышел в прокат уже после смерти Дина, погибшего в автокатастрофе в возрасте 24 года. Сохранились фотографии актера, задумчиво сидящего на заднем сиденье Rolls-Royce, сделанные на съемочной площадке фильма в городе Марфа, штат Техас. В 1969 году Rolls-Royce был продан студии Полу Кеттенбургу, происходившему из известной семьи судостроителей, строившей одноименные лодки и яхты. Новый собственник перекрасил свое новое приобретение в кремовый цвет. Спустя примерно 7 лет Silver Ghost попал в руки энтузиасту Rolls-Royce Брэду Земчику из Сан-Диего, Калифорния, а в начале 80-х Майклу Уилкинсону из Санта-Фе. В истории этого экземпляра есть период, когда он возвращался на родину в Великобританию, где оставался до 2009 года. Однако, попав обратно в США, ему вновь вернули черный цвет и установили радиатор, у которого были горизонтальные жалюзи. Предполагаемая стоимость, за которую автомобиль должен найти своего нового владельца, 175-220 тысяч швейцарских франков, что составляет примерно 195-245 тысяч долларов. 19 июня посмотрим на итоги аукциона в Эшене. Ну а пока всем удачи!